Добрый день, друзья! Это вторая серия, наверное, будет порядка 10 видео о сепстанции. Это вторая серия. В первой серии мы рассказали о том, что такое сепстанция, сравнили ее с посудомоечной машиной, показали, чем они очень похожи. Они действительно похожи, ну, как минимум, функция у них одинаковая. И сегодня мы решили продолжить и также рассказать о том, как функционирует сепстанция на примере того, как функционирует посудомоечная машина. Дим, какие у нас есть в работе двух видов оборудования, одного бытового, другого для промышленных предприятий пищевых, какие у нас есть схожести? Что у нас общего? Так, ну, давайте сначала разберем на примере посудомоечной машины, как происходит цикл приготовления и мойки. А для субстанции посмотрим только лишь цикл приготовления растворов. Справа на графике мы видим цикл, по которому посудомоечная машина происходит мойку посуды нашей. То есть на первом этапе у нас идет предварительное ополаскивание грязной посуды с температурой 20 градусов Цельсия. Далее у нас идет этап основной мойки, когда уже используется горячая вода 35 до 75 градусов Цельсия. Следующий этап – это промежуточное ополаскивание, когда после этапа основной мойки у нас смываются и загрязнения, которые есть, и остатки моющих средств. Далее у нас идет этап ополаскивания горячей водой и сушка. Понятно. А что на сепстанцию у нас есть на этот случай? И вообще, как эти шаги коррелируют с сепстанцией, чтобы... Ну, справа у нас представлена схема, как устроена субстанция, да? То есть она где-то упрощена, где-то так, как она есть. То есть мы видим три емкости. Каустическая для щелочного раствора, емкость для кислотных растворов и рекуперат, емкость для рекуперата. Соответственно, видим все клапаны, всю арматуру, которая используется, насос, теплообменник и датчики, В общем, которые... для упрощенного это технологическая схема, то, как выглядит сепстанция. А в центре что это? В центре мы видим графики, которые у нас отражают работу этой субстанции и на этапах приготовления растворов, и на этапе полной мойки. Так, выглядит сложно. Но эта информация как раз для третьей серии нашей, которая будет посвящена этапу приготовления растворов для технарей. Ребята, те, которые инженеры, хотят и смотрят это видео, чтобы разобраться, как работает субстанция или что-то новенькое узнать. Мы расскажем о всем в деталях, как работает субстанция, в подробностях, так, чтобы вы сами могли собрать субстанцию и запрограммировать ее корректно в третьей серии. А сейчас в общих чертах Дима расскажет нам о том, как работает в целом программа сепстанции в сравнении с посудомоечной машиной. Дима? Да, относительно этапа приготовления растворов. То есть первым этапом у нас идет пополнение емкости. Мы говорим о емкости щелочного раствора сейчас. В данный момент мы видим, что в ней 47 гектолитров. Это примерно 4,7 метра кубических. Вот. Нам нужно, чтобы она была полная, для того, чтобы мы могли после приступить к следующему этапу. Это этап циркуляции. Что этот этап нам дает? То есть, во-первых, мы производим нагрев этого моющего раствора щелочного вплоть до 90 градусов Цельсия. И второе, мы дозируем в поток моющий концентрат щелочи для того, чтобы получить необходимую концентрацию, ну, порядка 2%. Угу, понятно. Потом у нас смена шагов идет, да, я смотрю. Час 25 целый идет этот цикл приготовления щелочного раствора. Ну, занимает большую часть времени, конечно же, нагрев. Его можно ускорить,
за счет теплообменника, ну, это будет намного дороже. Поэтому, как правило, на всех станциях ставят небольшой теплообменник, который достаточно быстро нагревает, но при этом не стоит сумасшедших денег. Так, а что дальше у нас? Дальше этап у нас называется смена среды. Так как в сепстанции мы используем еще и кислотную мойку, нам необходимо произвести этап подготовки этого раствора. То есть точно так же мы начинаем с пополнения емкости, для того, чтобы у нас был необходимый уровень для мойки. И дальше этап циркуляции. Точно так же у нас происходит дозация этого моющего концентрата в поток до необходимой концентрации. Но на этом этапе не происходит нагрев. То есть здесь мы используем воду, которая у нас подается из сети. Заметный цикл, короче, 29 минут. Вот здесь видно 29 минут вместо час 25. Ну, нагрев занимает большую часть времени. Понятно. Так, и как дальше шаг приготовления заканчивается? Соответственно, дальше, когда наша концентрация моющего раствора кислотного достигает необходимого значения, у нас сепстанция становится в режим стендбай условно, да, и она готова дальше к работе и к проведению полного цикла СИП. На этапе приготовления я насчитал целых 6 шагов на сепстанции, да, на посудомойке это всего лишь ополаскивание, выгрузка таблетки и нагрев. Здесь это занимает дольше времени, и это целый этап. А следующая мойка где находится на сепстанции? Вот то, что дальше идет на посудомойке, это сколько тут шагов на сепстанции? На сепстанции это будет порядка 11 шагов. То есть немножечко больше, чем для посудомоечной машины. В целом, как бы этап и приготовления, и полной сипмойки это в сумме 17 шагов. Ну, в данном случае, для данной субстанции. Дима, благодарю тебя за пояснение. В общих чертах Дима сейчас рассказал, как работает субстанция на примере работы посудомойки. Более детально мы разберем, как работает каждый элемент, и на какие условия, на какие уставки они выходят, какие контрольно-измерительные приборы применяются. А также потом, после видео для технарей, мы запишем одно видео для закупщиков, в котором я за 3 минуты расскажу, что сколько стоит, где основная стоимость сепстанции зарыта, и когда вы хотите купить сепстанцию, что нужно обязательно учесть. В частности, такие нюансы, как время приготовления растворов. Или другие нюансы, это нужен ли датчик проводимости на сепстанции. Смотрите наше видео. Благодарим за внимание и до новой серии, до 3-й. Спасибо за внимание.